Всем привет, друзья! С вами, как всегда, я, Юлия Баталова, Руслан Баталов. Привет! Мы идем сейчас в клинику Medical Park. Решили поехать в Мерсин. У нас сейчас будет автобус бесплатный с организацией. Мы поедем, записались к специалистам. Хотим сделать контрольную поездку, провериться и заодно пойдем, наверное, сегодня еще покушаем там, в торговый центр сходим. В общем, я вам вот это вот сегодня засниму. Время 8 утра, сегодня такая ветрененькая погода. Порывами ветер сильненький. Вот, и видите, какой ветерок. 8 утра уже ушли из дома, дети все спят. Но все равно вот прям идем. Такая на улице красота. Тихо, свежо, зелено. Вот у людей улетело одеяло с балкона. Люди вот так вот вечно на балконах что-то сушат. Обязательно это снаружи сушится. А вот у нас тут мечеть такая, смотрите. Там мы идем на Д400. Там у нас автобус должен ждать. Смотрите, идем, и гранаты висят. Здесь хурма. Смотри, хурма. Вот, созревает. Вот так выглядит хурма, видите? Зелененькая. Тут сосна большая. Тихо. Все люди спят. Такие домики тут. Когда я в Мерсин переехала, я только здесь увидела вот такую колючую проволоку. Когда мы жили в Газипаше, вообще нет такого. Не было такого. У нас тоже такая Егоза называется. Я говорю, в Газипаше не было такого. Medical Park. Вот так вот выглядит Medical Park. Я уже сходила к врачу. Сейчас покажу. Мне выписали таблеточки. Особо здесь не снимают, потому что в больницах, в общественных местах нельзя все снимать. У меня как бы просто на ногах бывает такие синячки появляются. Мне сказали, что у меня варикоз, но не такой опасный. Пока операцию не надо делать, но выписали вот какие-то таблеточки. Там вот, например, Винотрекс называется. Вот сейчас в аптеке со скидкой 8. Горьте, возьмем. Руслан тоже вены проверяет. Потому что это все-таки серьезно, как бы нужно к этому все-таки хорошо, ну как не хорошо, как с серьезностью относиться. Все-таки за собой, за своим здоровьем надо следить и нужно контролировать. Да, вот очень много молодежи сейчас, там тромб и все, и нет человека, поэтому надо как бы эти моменты, я думаю, каждому учитывать и ходить на контрольные какие-то УЗИ, ультрасон, здесь называется в Турции, сосудов, проверять сосуды свои. Так вот выглядят коридорчики Medical парка. Так, ну что, мы пошли в сторону форума. Кстати, сейчас только узнали, до этого не знали, оказывается,
В Мерсине, в центре, все аптеки работают до часу в субботу. Обычно в выходные не работают аптеки, только дежурные. А здесь вот так. Вот так выглядит форум. Здесь получается вход и два больших здания. Второе здание даже через дорогу там дальше. Сейчас покажу. Так, смотрите, какие магазины здесь. Бойнер. Снимаю спокойно, а то когда с детьми ходишь, вообще снимать невозможно. Ойша. Вот прям пройду по этому ряду. Мы, наверное, другой же, да, пойдем? Тот торговый центр, не здесь. Ну, в этот Страдивариус. Страдивариус пойдем. Зара тут есть. Они же тут. Да. Я уже путаю с этим, с Анталией. Мы же были в Анталии, в Страдивариусе. Там было, конечно, очень много красивой одежды, очень много нового. Смотрите, какая здесь красота. Надеюсь, здесь тоже сегодня у нас будет какие-то интересные модели. Мы недавно в Селевке с Русланом гуляли, одежду смотрели. Ничего хорошего не нашли. Вот прям элементарно даже вот... Что делает? А он снимает при этом? Вроде да. Вот. Ничего не нашли, даже элементарно. Может быть. Вот Страдивариус. Сейчас сюда зайдем. Здесь есть Бершка, Пуланбир. Короче, ничего нету. Решила померить просто беленькую футболку. Зато свободно. Да, свободная, да, такая. Но она, видишь, как топик. Я такую возьму. Зашли в Страдивариус, там ничего не нашли. Даже эту белую футболку я не стала покупать. Зашли теперь в Пуланбир. Такая же, если честно, история. Просто хочу вот маечки купить на бретелечках. Нету, есть они, ну как вот боди с этим, не боди, как он называется, в общем. Ой, смотрите, нашла хоть одну. Вот, даже дома ходить маечки вот хочется. А там все вот с этим, как будто бы, ну как с трусами идут, короче. Вот, и я, знаете, что заметила? Что уже завоз такой, ближе, смотрите, к осени. Такие теплые вещи уже продают. Так, ну что... Муж купил мне маечки, красивые несколько. Нашла наконец-то себе майки. Так, и зашли в Бершку. Потому что в Бершке вот мне платья нравятся. Вот эти вот три магазина, Страдивариус, Бершка и Пуланбир, ну, как бы, ну, те магазины, в которых более-менее что-то я могу себе найти. Зара вот тоже более-менее, но тоже как бы не часто я там себе что-то нахожу. Вообще, в Анталии, конечно, выбор больше, однозначно. Я прям, смотрите, здесь тоже пальто уже продают. Вот я про что говорила. Вот, маечки прям отдельные, найти тяжело, вот везде вот это вот. Не знаю, как бы, ну, кто-то носит уж, это хорошо, например, с брючками. Вау, прикольная, блестящая прям. Да, прикольная. Сколько стоит? XS еще, но она теплая. Ну классная. Да, 2490. Просто потом не найдешь. Думаешь? Ну, а цвет только такой? Нет, вон. Вау. Сейчас я дойду до туда, померяю тогда. Вот опять. Вот опять. Видишь? Что? Зачем? Что-то типа красивое. Майка-трусы. Это... Трусы-майки. Трусы-майки. Да. Это что-то... Трусики-маечки. Это тоже не то. Ой, ну вообще тут вот таких вещей очень много. Когда я переехала только в Турцию, я когда увидела все это, думаю, нифига себе откровенные модельки продаются. Смотри, а как тебе вот это? Слишком откровенно, да?
Сколько Маленькая. Ну, на себя я его наберу, подберу, то есть 1790. А это что? И вот это вот все прозрачненькое. Ну, внутри, наверное, маечку. Вот, например, видите? Откровенные какие моделечки. И они, главное, носят это 1190. Я вообще, когда сюда переехала, увидела турчанку, которая носила как раз-таки на себе типа лифчика и сверху пиджак. Я офигела, потому что, ну, как бы, я думала, такая, так бы, мусульманская страна, там, вот это все. В итоге оказалось, ну, как все говорят, это светское государство, поэтому ничего такого, в принципе, в этом нет. Ну что, пришли мы во вторую часть форума, как я и говорила. Это у нас торговый центр после дороги, который находится. А вот здесь можно и покушать. Там наверху есть этаж целый с едой. Так, ну что, поднялись мы как раз на этот этаж. И это полный этаж. Идет с едой. Люди сидят, кушают. На выбор есть кебаб, Искандар, Таук Даньяс, Макдональдс, Бургер Кинг. Короче, Тантуни, Дурум написано. А мы выбрали именно вот этот вот сегодня. HD Искендер написано. Так, наоборот, тебе принесли суп. Здесь почему-то айран. Ну ладно. Ну ладно, поменяемся. Ну, конечно. Вот, мы уже заказали, отошли просто в туалет. И нам уже принесли по еде небольшой салатик. Сейчас еще должны принести Искендер. Также я себе заказала шалгам аджисос. Очень мне нравится. Кому как, конечно, кому-то не нравятся цены. Видно, не видно вам. Меню написано вот. Вот такие вот цены. Здесь есть QR-код. Кто хочет, например. Сейчас я сфокусирую. Можно даже зайти посмотреть. Мерчимек чорбаса. Вот. Такое нам принесли. Смотрите, это йогурт. И здесь вот хлеб с мясом. Такой тонкий кусок мяса. Вот. Говорит, кушайте. Вот это вот получается так Искендер называется. По-турецки. Так, зашли в медиамаркет. Руслану тоже взяли кое-какие шмотки. И сейчас хотим посмотреть, сколько стоит iPhone. Так, по ценам. iPhone на 256 гигабайт, который я хочу, это 17 Pro. Стоит здесь 111 999, ну как вот 112, можно сказать, округлить. Если Pro, iPhone 17 Pro Max, здесь 256 гигабайт, тоже 121 999. Короче, вот такие цены. А у нас, по идее, в России где-то тоже где-то 100 с чем-то, но это в рублях. Представляете? Какая разница? Лучше там купить, конечно же. Ну, как я и сказала, мы вот купили сыну 15 Pro Max в России. Здесь она стоит... Кстати, сейчас посмотрели, сказали, почему-то в Турции нету уже год примерно. Говорит, нету 15 Pro Max. Там еще какие-то модели нету, он сказал. Вот, цену не смогла сравнить, сколько там. Но мы в России, вот, например, за 85 купили сыну в рублях. Pro Max 15 на 256 гигабайт. Вот. Ну, а я себе хочу все-таки 17 Pro. Только что камеру посмотрела, это прям шикарно. Так что... у него был 14-й. И этот телефон. И ни туда, ни сюда. Я говорю, давай продавай. Чтобы он просто так не лежал. Короче, посмотрим, что будем делать с телефонами. Вот. Но мне очень хочется, чтобы контент более качественный был на канале.
сейчас я вот снимаю на 11-й свой телефон. Уже старенький, 5 лет я уже с ним хожу. Вот. Ну, да, 5 лет будет скоро. Я не могу перейти на 14-й его, потому что мне хочется прям вот, чтобы это был мой новый, чтобы вот это все перекидывать на надежный телефон, то есть не чей-то бушный, да, пусть даже это мой сын, ну все же, хочется, короче, вот так вот свой родной телефон, но чтобы сразу такой хороший был, качественный. Я люблю вещь качественную, чтобы надолго можно было носить, долго пользоваться. И, друзья, в продолжение ролика давно вам не снимала море. Хочу немножечко прям зайти на глубину и поснимать. Кстати, в последнее время не видно пластика. Какая-то новость была, что как будто бы власти Турции оштрафовали какие-то предприятия за выброс пластика. Не знаю, правда, нет? Расскажите, кто слышал, кто что знает. Короче, мы взяли детей, пошли на море. Ну, конечно же, мы уже приехали из Мерсина вчера. Сегодня новый день настал. Вот, смотрите, какие круги у них крутые. Любят они волны. Сегодня, кстати, очень такой день ветреный и волны хорошие. Здесь сидят турки, слушают музыку турецкую. Вот, на берегу такая татарская, то есть тут турецкая, похоже, кстати, на татарскую. Песенка приятная. Вот. Руслан там плавает. Ну и себя покажу. Вот. Вчера уже все дела сделали. Вернулись, наверное, где-то часиков. 7 час был, короче, когда мы домой пришли. Вот. Поэтому вчера мы на море уж не ходили. Но на выходных, хоть разок, конечно, в субботу или воскресенье обычно ходим. Вот. Море сейчас очень теплое, мягкое такое, знаете, вот прям вода такая, как будто мягенькая, классная. Мне очень нравится. Получается, сейчас август, водичка самая-самая такая классная. Ну, по температуре. Вот. А так, если вот в июне, все равно холодненькая. И многие, кстати, сами же турки в июне, в июле, ну в июле, наверное, уже в июне не ходят на море, потому что еще говорят, что вода для них тоже холодная. Вот. Ну а мы уже с июня начиная купаемся, с мая даже. Ну вот сейчас, конечно, реже ходим, чем в Газипаше. Здесь реже, потому что надо ездить. Руслан работает. В Газипаше, конечно, мы ходили чуть ли не каждый день на море. Вот.